Когда-нибудь слышал об этом Ницше? Он говорил, что если достаточно долго заглядывать в бездну, то бездна заглянет в тебя. Сейчас я именно так себя и чувствую. Как будто слишком долго пялился в эту сраную бездну. Даже после всего, что случилось, я не могу поверить, что пишу тебе об этом. Мое тело по-прежнему в порядке, а вот сердце шалит. Этим утром пульс был 36. 36 ударов в минуту. Я думаю, так все и началось. На пике формы. Мое сердце наполнилось сомнением, и теперь оно повсюду. С каждым медленным сокращением сердечной мышцы оно расползается в моей крови по всему телу. Как рак, который пожирает мою мечту. Wait. I want to see how we shoot it. Как бы то ни было, мечты больше нет. Но если уж честно, не была ли эта мечта больше твоей, чем моей? Однажды после гонки по брусчатке капитан сказал, что никогда не видел, чтобы кто-нибудь так ездил по булыжникам. Он смотрел мне в глаза и говорил, что однажды, возможно, я смогу выиграть Париж-Roubaix. Ты только представь. В любом случае, потом мы пошли к этому известному бельгийскому велодоктору. Эритропоэтин на мне не работает. Так что он предложил весь год колоть гормон роста. Что значит, с большей вероятностью меня ждет рак. Он произнес рак, как только докторам это удается, без эмоций. Но все, о чем я мог тогда думать, это о словах капитана. Что такое рак по сравнению с победой в Париж-Roubaix? Сколько у тебя осталось гормона роста? 16 доз. 16 доз. Можешь это закончить вместе с инсулином, и потом сразу начинай ИЖФ. Первую неделю по ночам потеть будешь много, и ноги будут соскакивать с педали. Не паникуй, это нормально. Зато через неделю летать будешь. А что насчет смеси? Че? Только осторожно, блин. Ты говоришь, осторожно с этим. А что дружбан? А? Но он против допинга. Ага. Он был лучшим юниором на гонках в Минске. Где? Знаешь, что я недавно обнаружил? Если стоя на весах отклониться назад, то весишь на полкилограмма меньше.
полкило. Представляешь, насколько это много в горах? А потом еще это Вена. Моя любимая. Я всегда выбирал ее, потому что она самая толстая. Но вдруг она начала дико болеть. А теперь просто так. Моя любимая Вена пропала. Я выяснил, что так бывает с наркоманами, которые подолго колятся в одно и то же место. Нет, ну вы представляете, я атлет, а не какой-нибудь торчок. Что это? АТП. Чего? АТП. Аденозин-трифосфат. Это создает крошечные взрывы, когда я атакую или спринтую. А это разрешено? Лемонт использовал это, чтобы победить Финнана в гонках в 98 году. Кто? Ты храпишь? Потому что если ты храпишь, ты идешь обратно в комнату к шведу. Ага. Ну что, давай за твой новый дом? Перед гонками? Алкоголь расширяет вены, Стаблинский. Это делает твои ноги сильнее. Ты остаешься красивым и стройным. Ты что, не знаешь этого? Ну давай. Вчера капитан сказал, что 80 граммов пасты мне будет достаточно. Ты когда-нибудь видел 80 граммов пасты на тарелке? Тебе стоит на это посмотреть. Такое нельзя пропустить. Я даже сообразить ничего не успел. Уже стоял над унитазом с 2 пальцами во рту. Пару доз этой хрени, и ты будешь жопу рвать, пока солнце не сядет. Знаешь, это ощущение, когда кажется, что ты заперт в своей собственной голове. Я думаю, это из-за всех этих часов на велосипеде. Он уже не помнил ни про детей, ни про жену. Он лежал в постели и не мог уснуть, потому что он все время либо просчитывал баллы. Весь день ничего, кроме этого чертового ветра в ушах. Час за часом. Дороги, которые не заканчиваются. Но это уже было бесполезно. А год спустя он выпил бутылку виски, закинувшись таблетками. Завел машину потом в закрытом гараже. Ну и так там и остался. И что, это все из-за какого-то дебильного рейтинга? Он что, реально покончил с собой из-за рейтинга? Велоспорт всегда был очень важен в нашей семье. Нет! Таблицкий вылет! Да! Легче, еще легче.
Я засунул в себя целую руку, но ничего не вышло наружу. Я сел на унитаз и попытался заплакать, но не смог. Даже плакать нечем. Про вашу команду поговаривает. После того несчастного случая. У него были проблемы с сердцем. Чего вы там херней занимаетесь? Ну что ты такой упрямый, а? Я, блядь, победителей им обещал. А теперь я выгляжу как полный придурок. Ты хочешь, чтобы я выглядел как придурок? Я слышал, что на самом деле в Бельгии было гораздо больше жертв. И все молодые пацаны. Тоже проблемы с сердцем, я так понимаю, Слушай, ты утомляешь меня. А я не хочу быть твой выходной утомленным. Да я готов делать все, что угодно, только не это. И ни за что не позволю им вколоть тебе смерть в вену. И какую прочую фигню, из-за которой мне потом вырастут уши или нос. У меня что, большие уши? Так. Сегодня ты делаешь 2 базовых часа, потом РПИ с заходами по 10 минут. I took to Captogenicus. Well, I thought it was Kermes course. I don't accept the control. To Captagonkis, huh? You are idiot. You don't need that shit to win. What about changing urine? Последний раз я плакал, когда меня поймали на воровстве, и ты бил меня за это. Сколько мне было? Помнишь? Хотел бы я теперь заплакать, как тогда. Но если ты не против, я буду писать дальше. Наверное, это эгоизм, но мне помогает записывать мысли на бумагу. Я чувствую, будто это спасает меня от бездны.